Друзья, всем привет! Рад приветствовать вас в моноколесном канале. И неважно, вы уже существующий моноколесник или только планируете покупать этот девайс в следующем сезоне, так или иначе, информация, которая тут появляется, она полезна в той или иной степени. Поэтому рекомендую подписаться, чтобы быть в теме. Хочу выразить благодарность всем и каждому, кто дает обратную связь. И напомню, что в одном из прошлых роликов я спрашивал у вас, какой формат видео вы поддерживаете, для вас более приоритетным. И вы знаете, я понял, что я ничего не понял. Мнения разделились. Кому-то больше нравится формат видео Каталова с голосом, кому-то говорящая голова без всякого Каталова, кому-то не Каталова и не говорящая голова, а просто пит-стоп некий на лавочке, кому-то просто Каталова под музыку. В общем, чтобы угодить большему количеству из вас, буду в какой-то мере чередовать эти видеоролики. Тут уж не обессудьте, сколько людей, столько и мнений. А сегодня хочу поговорить о теме под небольшую вот такую проездочку по достопримечательностям военного Киева на тему моноколесник глазами автомобилиста. Я думаю, что эту тему я могу немного раскрыть, будучи моноколесником более года и будучи автомобилистом более 16 лет. Поэтому некоторые пункты отсюда я буду говорить как от себя, как от автомобилиста. Поэтому с чем вы согласны, с чем не согласны, опять же, буду рад услышать в комментариях. Итак, погнали! Моноколесник глазами автомобилиста. Первое. С точки зрения, глазами автомобилиста, когда ты едешь в консервной банке на 4 колесах весом 2 тонны, тормозной путь 70 километров на скорости 50 километров в час, то у автомобилиста есть некоторые сложности, и эти некоторые сложности только увеличиваются с наступлением темноты, с наступлением вечера, сумерок и ночи. И первый пункт как раз это незаметность. Незаметность, я не знаю, назовите это как-то по-другому. И незаметность в первую очередь не из-за отсутствия каких-то светоотражающих прибамбасов в темное время суток, мигалок, курточек, жилеток, а незаметность из-за размеров. За 16 лет я ни разу не наехал на пешехода ни задом, ни передом, но были моменты, когда я в слепой зоне, так сказать, не видел или застойки, поэтому лучше лишний раз перепроверить, чем кого-то сбивать или цеплять. Поэтому моноколесник он сравни пешеходу. Единственное отличие, что он двигается 50 км в час, но извините, на дороге бросить взгляд в боковое зеркало, увидеть 3-метровую по ширине и 5-метровую по длине машину намного легче, чем увидеть 30-сантиметрового по ширине человека. Поэтому маневрируя между рядами, маневрируя между бровкой и автомобилем, двигаясь даже в крайней правой полосе, скажу, что как автомобилист, опять же, скажу, что моноколесник менее заметен, по моим собственным ощущениям, менее заметен, чем мотоциклист, чем велосипедист, чем скутерист. Менее ли он заметен, чем самокатчик? Вопрос. Но с этим нужно не то что мириться, но это нужно учитывать, если ты моноколесник и двигаешься по ПЧ. Следующее. Это устойчивость. То есть глазами автомобилиста моноколесник, выглядит очень какой-то неустойчивой матрешкой.
То есть просто в голове у обычного человека, который раньше с этим не сталкивался, у него нету понимания того, как это все происходит, как человек балансирует на одном колесе. Я вам скажу по секрету, что некоторые люди реально думают, что человек балансирует на этом колесе просто от центра тяжести. То есть, знаете, вот как в цирке, да, когда на одном колесе человек встает, и он вот просто равновесием балансирует. Многие действительно так думают и с моноколесом, не учитывая электронику, гиро, всякие прибамбасы. Согласен с этим, что некоторая неустойчивость глазами автомобилиста, она намного выше, чем глядя на того же велосипедиста, глядя на того же скутериста, мотоциклиста и даже пусть самокатчика. Только из-за того, что там два колеса, а тут одно колесо. То есть в глазах автомобилиста мы неустойчивая такая вот эпопея. Третье. В глазах автомобилиста мы выглядим скоростным средством передвижения, даже если мы едем 20 км в час. То есть многие автомобилисты знают, что моноколесник может развивать скорость, намного превышающую скорость того же велосипеда, двигающегося вниз там, по дороге по ПЧ. То есть они понимают, что двигаясь параллельно, допустим, да, с моноколесником и планируя повернуть направо, да, там съехать вправо, они могут и не успеть. Потому что моноколесник 50 км в час может поднажать, да, и, не то что не пропустить специально, но для вас это будет сложность вовремя оттормозиться и повернуть в нужный поворот. Поэтому, если вы моноколесник, учитывайте это, что автомобилисты могут стараться вас обгонять, опережать, поворачивая перед вами, подрезая, назовем так, направо, только из-за того, что думают, что вы или сильно быстро будете ехать, или сильно медленно будете ехать. Дело такое. Четвертое. В глазах автомобилиста моноколесник выглядит неким хрустиком, неким хрупким предметом, некой вазой хрустальной. Все максимально просто только из-за того, что любой автомобилист, он, понимая, что он находится на четырех колесах, что он находится в полусантиметровой оболочке из металла, что он находится в подушках безопасности, в подпружиненной коробке, и даже на скорости 50 км в час многие автомобилисты почему-то думают, что любое столкновение пройдет вообще без каких-либо последствий, хоть со столбом, хоть с автомобилем, потому что вы находитесь в коробке. А вот в отношении моноколесников 99 из 100 автомобилистов считают, что это хрустики. Это еще похлеще, чем скутеристы, похлеще, чем мотоциклисты, и с этим в некоторой степени можно согласиться, потому что одно дело черкануть, к примеру, да, черкануть там скутер проезжающий, просто зацепить зеркалом там, или он вас сам цепляет. И совсем другое черкануть моноколесника, который при падении, а я думаю, что в большинстве случаев, если даже чуточку зацепить моноколесника, то он, в большинстве случаев упадет. Хрупкость, как с ней бороться? С ней бороться только каким-то экипом и прочитыванием ситуаций наперед. Поэтому имейте в виду, что мы, как моноколесники для автомобилистов, выглядим хрустальной вазой. Пятое это уважение. Уважение хотя бы по той причине, что подавляющее большинство моноколесников носит экип, надевает экип и катает в нем, в частности по проезжей части. Я уже говорил об этом ранее в роликах, о том, что если вы двигаетесь в троллейбусе, в автобусе, в машине, то из 100 проезжающих рядом самокатчиков в экипе будет, наверное, один. И то его самокат будет в его собственности. А из 100 проезжающих рядом моноколесников в экипе будет
без экипа будет, наверное, один. Ну, если мы говорим про проезжую часть. Поэтому моноколесник и экип — это как аксиома. И это некое, да, это некое уважение глазами автомобилиста. Следующее, моноколесник глазами автомобилиста — это некая предсказуемость. Почему? Потому что, ну, мне, например, как и велосипедисту, и автомобилисту, и моноколеснику, в принципе, понятно, почему, ну, назовем это так, как есть, почему велосипедисты нарушают ПДД, не показывая перестроение и повороты руками. Потому что если вы снимете руки с руля и будете кидать влево-вправо ладони, то можно потерять равновесие. То же самое касается и самокатчиков. Сняли руку с руля и летим, привет, асфальт. А вот у моноколесника с этим проблем абсолютно никаких нету. Показывать поворот, перестроение, объезд какой-то ямы, препятствия автомобиля можно, указывая. И в большинстве случаев оно так и есть, указывая повороты, перестроения, объезды руками, потому что руки у моноколесника свободны, и это некая предсказуемость. Также предсказуемость в том, что если самокатчик двигается по ПЧ в крайней правой полосе, то он может больше раз вилять, потому что маленькие колесики не могут проехать не по неровностям, не по каким-то сливным отверстиям дренажным. У моноколесника с этим проблем намного меньше. И, соответственно, если двигаясь в автомобиле и перед вами двигается самокатчик, сразу вы понимаете, что он будет то влево, то вправо, то вперед, то назад. Моноколесник плюс-минус двигается ровно. Следующее это тренд. Кто бы что ни говорил, моноколесник — это, знаете, как некий, ну, в кавычках, тупое сравнение, конечно, это некий айтишник среди другой офисной работы. Айтишник в своей сфере человек уважаемый, да, и моноколесник точно так же. То есть это те люди, которые следят за трендами, те люди, которые, выбирая между самокатом, велосипедом, скейтом, роликом и моноколесом, выбрали почему-то моноколесо. Как ни крути, но даже до сих пор, в 2022, в конце 2022 года, даже в городах-миллионниках, я уже не говорю про меньшие города, меньшие поселки, селы, пригород, моноколесо вызывает удивление. Моноколесо вызывает все равно удивление. И тем самым мы развиваем, да, как моноколесники мы развиваем, приучаем людей к светлому и доброму. И последний завершающий пункт — это продолжение предыдущего пункта. Это, я назвал так, диковинку. Для автомобилистов моноколесник это некая диковинка. Опять же, именно из-за того, что это не стандарт, это не два колеса, а одно, это не 4 колеса, а одно, это скорость до 50 км в час, хотя многие думают, что это только развлекалово по парку 10 км в час. Это просто формат езды, формат нахождения как такового райдера на моноколесе. Вот такие вот пункты, как моноколесник выглядит глазами автомобилиста. Если вам подобный формат, подобная тема зашла, то в следующих роликах буду рад поделиться подобными темами, в отношении самокатчиков, подобными темами в отношении велосипедистов. А для этого от вас что требуется? Требуется дать какой-то фидбэк в комментах, подписаться, чтобы подтолкнуть канал к развитию, и прожать палец вверх. С вами был Паша Фонов. До встречи в новых видосах. Всем пока.